Ну что, вот такой вот крутой NAS сервер. Это TerraMaster F4-223 на 4 отсека, 3,5 размером жестких дисков, хотя можно сюда и SATA диски вставлять, 2,5. Да, плюс еще у нас есть два места для SSD дисков, которые можно использовать как кэш, а можно их запулить в пул и будет вам счастье. Да еще и 2,5 гигабитных LAN порта, 2 дополнительных USB и, конечно же, вот эта вот фирменная операционная система TOS. При этом здесь TOS 5.1, TerraMaster OS. Давайте так, с обзором на канале Технозон. Поехали. Начнем, конечно же, с внешнего вида. Давайте так. Во-первых, у него вот такой вот блок питания. Я сейчас вам скажу, сколько он. На 90 ватт. 12 вольт, 7,5 ампер. Такой достаточно внушительный блок питания. Сейчас я его сразу отложу. Ничего он для нас такого экстраординарного не представляет. Спереди 4B, вот такая вот диодная панель, и есть, конечно же, кнопка включения-выключения. Он у нас алюминиевый. Сзади у нас, смотрите, что есть. Два кулера, при этом управляемые, 2,5 гигабитных порта, 2 HDMI, 2 USB 3.0, есть у нас HDMI, и, в принципе, вроде бы все. Для чего HDMI? Вы здесь можете видеть состояние самой системы, вы видите системный монитор, это не значит, что вы будете видеть этот самый TOS через HDMI, если подключить, это будет просто видно состояние Linux ядра, грубо говоря, очень простым языком. И сейчас мы с вами его разберем для того, чтобы увидеть некоторые особенности, потому что здесь не только у нас есть возможность поставить два SSD диска, NVMe SSD, у нас еще и можно расширить память. Кстати, мы сейчас с вами чуть потом посмотрим, за сколько мы его покупали, и покажу вам его особенности, его характеристики, потому что здесь процессор Intel, у нас есть возможность расширить память до 32 гигабайт, по-моему. Ну, сейчас посмотрим все это. Я вам покажу сейчас, где это все у нас находится. Раскручиваем. Разбирается очень элементарно, слушайте. Просто вот у нас, да, выкручивается 6 винтов. И все. И скидываем заднюю панельку. Какой-то мы не докрутили, конечно же. Как всегда. Вот этот вот средний. Все. Заднюю панель скинули. Она просто отсоединяется, и переворачиваем и открываем. Все. Вся разборка завершена. Я сейчас специально буду снимать со смартфона, для того, чтобы вы увидели более близко это все действие. Та-дам! Итак, стоят два NVMe диска. Я поставил два Патриота, потому что я использую SSD. Здесь у нас есть расширение памяти, то есть здесь DDR4. Дальше у нас вот стоит планочка. Смотрите. Вот. Так вот видно батарейка, КМОС и баночка. Банка памяти, как-то я ее так назвал. Короче, очень плохо видно, дальше разбирать не буду. Но у нас это все дело, грубо говоря, апдейтится очень-очень хорошо и очень-очень быстро. Можем собирать обратно. Все, мы все собрали. Дальше, Bay. Давайте я вам покажу, как Bay работает. Просто открывается, бескрепежный доступ, снимается салазка. Вытаскивается вот такая вот резиновая штучка, просто-напросто, и вытаскивается жесткий диск. Все, что нам нужно, то есть у нас, видите, крепление находится в самой салазке. Вставляем салазку, жесткий диск фиксируется. Я использую 4 тестовых 500-ки, 3 одинаковых, одна у нас чуть-чуть другая. О, все, вставил. Защелкнул, смотрите, все очень просто делается. 4B. Вот он. Раз, два, три, 4. Вы просто их можете использовать, ну, как вам будет угодно. Они с горячей заменой, то есть своп у нас возможен, поэтому мы очень-очень довольны этим всем действием. А ну, дайте мне коробку от него. Что у нас еще в комплекте к нему есть? Покажите мне. Сейчас мы должны ребятам показать. Классная тема, вообще невероятно. Очень все просто делается. Так, что у нас есть?
комплекте еще у нас есть аж в комплекте, кроме самой коробки, сейчас это откину, есть еще запасные ножки резиновые, есть куча крепежных материалов, винтиков, вот таких вот запасные ножки, у нас здесь резиновые ножки амортизирующие, и есть патчкод. Все, в принципе, больше ничего нет. Давайте мы с вами посмотрим, а чего ж там заявляется сам производитель. Мы на фирменном сайте TerraMaster, продается он и на AliExpress, посмотрим сейчас цену, и у нас здесь стоит. А давайте мы не так, мы посмотрим с вами спецификации, потом посмотрим их картинки. Intel Celeron N4505. Для такого рода деятельности более чем достаточно. 64-битный, двухъядерный, 2 гигагерцовый. У нас есть аппаратная энкрипция, поддержка кодеков транскодирования в 264, 265, MPEG-4, VC1 и максимальное разрешение до 4К. Максимальный фреймрейт 60 Гц. О чем это говорит? Дело в том, что на данном TerraMaster мы покажем, что мы используем. Мы используем и Plex Media Server, и Media Server как таковой. И у нас хватает мощности для транскодирования 4К видео 60 Гц. Этого хватает более чем с головой. При этом я вам покажу дальше, как я смотрю Dolby Vision фильмы с него, грубо говоря, тестовые какие-то файлы. Ну, в общем-то, такое тоже возможно. Дальше у нас есть базовых 4 гигабайта DDR4, это садимы, и возможно установка 32 гига 16 на 16, то есть два 16 гигабайтных модуля. 4 слота, поддержка 3.5 SATA HDD, 2.5 SATA HDD и 2.5 SATA SSD. Максимальный объем 80 терабайт, это 20 терабайт по 4 на 4, то есть, грубо говоря, 4 диска по 20 терабайт. У нас поддерживается... Внутренние диски у нас могут быть BTRFS и X4, а внешние, это имеется в виду в BF, X3, X4, NTFS, FAT32, HFS+. Слушайте, прям прикольно, да? X2 не поддерживается, к сожалению. 2,5 гигабитных порта и USB 3.1, 2 порта по 10 гигабит. Что у нас тут еще интересного? Да, в принципе... Ничего больше такого, ну, само собой там они. Вот, поддерживаемые типы RAID, я, кстати, использовал T-RAID, Single, GBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, вы можете почитать об этих рейдах в своем, ну, грубо говоря, в Google вбить и почитать значение этих рейдов, это объединение дисков в массивы, например, RAID 0 возьмет 4 диска по 500 мегабайт, по 500 гигов и объединит в 2 терабайта, RAID 1 сделает 2, грубо говоря, объединит 2 по 2 и сделает 1 терабайт, но с полным резервированием диска. И так далее. Дальше. Максимальная RAID миграция поддерживается, SSD кэш поддерживается, Hotspare поддерживается, SSD Trim поддерживается. Слушайте, Smart само собой есть. И, конечно же, мы не пропустим то, что здесь есть и Samba сервер протоколы, и IFP, и NFS, и FTP, SFTP, WebDAV. Это для тех, кто понимает, о чем идет речь. Но что мы с вами, ну тут уже, знаете, огромное количество различных моментов, конечно же, различные протоколы. Я не буду их все перечислять, очень много чего. Но единственное, знаете, что они сделали? Они здесь показали о том, что есть и MB, и мультимедиа сервер, и Plex Media сервер, и Docker Manager, и ARIA 2, и Qubit Torrent, и Transmission, VPN сервер. Короче, все это покажу сейчас вживую. А знаете, что интересно? Интересна цена. Купил я его за 442 бакса. Вот так вот. Смотрите. Ссылки я разместил в описании под видео на проверенного продавца. И, конечно же, нажимайте подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Кстати, тут есть тоже прикольные НАСы. Прикиньте, F2 210. Прям вообще классная тема для дома. 116 баксов вообще на 2B. Идеально. Ну, у меня здесь доставка. Вы можете узнать актуальную цену и стоимость доставки, конечно же, по ссылке в описании под видео. Что они здесь интересного еще пишут? На AliExpress что-то там писали. Конечно, облачные бэкапы. Это все прекрасно понятно. Есть тут все очень много красивого. 4 транскода видео. Все очень-очень классно. А давайте с вами подумаем, как же все-таки позиционировать данный наш сервер.
Домашнее использование? Да запросто. Я честно вам скажу, с учетом наличия у него вот этих вот всех фотобанков на искусственном интеллекте, с учетом мультимедийного сервера, с учетом плексов и всех вот этих вот моментов, то для дома он подходит более чем идеально. Если туда закинуть еще SSD-шники 2.5, то вообще очень-очень тихо это будет. Притом его потребление, оно настолько минимально, что это лучше, чем собирать на старом компе. Однозначно. Это просто однозначно. Я использую еще, знаете чего? Стример. В нем есть стример. Я музычку могу слушать в любой точке мира, по сути. Прямо с нас сервера, там, где есть интернет у вас, конечно же. В общем, мы переходим его, тестируем, а потом делаем выводы. Ох, настройка у меня заняла примерно часа 2. И объясню почему. Потому что большее время, где-то час, он индексировал. Я был такой расстроенный, потому что захожу, смотрю, вернее, не сюда, а захожу в статистику, в мониторинг ресурсов. И у меня был процессор загружен на там, 80%. Я был расстроен ужасно. Потом я увидел, что у меня здесь писало там хранилище просто-напросто синхронизации. Когда синхронизация прошла, они были новые, только включил, 4 поставил. Еще и кэш докинул, пока оно все синхронизировало. У меня стало потом вот не больше там 2% в режиме, вот простом рабочем режиме. При том, что у меня сейчас работает Plex Media Server, у меня работает Transmission, он сейчас пока ничего не загружает. У меня работает Docker с установленным матриксом. И честно говоря, вот просто интересно, я забил, конечно, памяти 59% из 4 гигов, но с учетом того, что я могу просто-напросто обыкновенной планкой расширять до вообще огромного количества памяти, да мне, честно говоря, все равно. В любой момент раскрутил, докинул памяти, и плюс у меня еще и кэш работает. Но я вот в этом плане, я очень сильно обрадовался, когда у меня все нормализовалось, и вот именно 2 часа мне заняла настройка, потому что ждал. Что же у нас здесь есть? Есть у нас вот такие вот моменты с настройками пользователя. Здесь обыкновенные у нас есть обыкновенное имя пользователя и пароль, описание. Здесь можно поставить двухфакторную аутентификацию OTP, есть настройка рабочего стола, где вы можете изменить какую-то картинку, но, честно говоря, вот этого чудо я менять не могу с фирменным вот этим, с фирменной надписью TerraMaster, ну ни при каком раскладе я его не поменяю, такая бусинка. Ладно, и в другое, это у нас не запрашивать подтверждение при выходе из TOS, а это, как мы понимаем, у нас TOS 5.1, ведь F4 223 основан на TOS 5.1 операционной системе, TerraMaster OS не запрашивать подтверждение при загрузке и такое себе не запрашивать подтверждение при выключении. Также у нас здесь есть выбор языка, поддерживают русский, к сожалению, украинского для меня нет, но есть английский, немецкий, испаньол, итальяно и тому подобное. Есть у нас нотификации, системные события, мы можем их просто-напросто удалять, это очень все просто делается, и, конечно же, системные ресурсы. И тут дальше, в отличие от других фирм, которые там выделяют какое-то отдельное меню приложений, здесь все у нас происходит на рабочем столе. Рабочий стол это просто-напросто набор приложений, набор иконок, которые я создал. Есть у нас панель управления, где мы можем управлять пользователями. Конечно же, здесь у нас есть и общие папки, которые мы там включаем, квоты или выключаем. Есть домен LDAP, есть папки с удаленным доступом. Мы можем их сюда подключить, то есть в сам NAS. Чтобы вы понимали, вот о чем идет речь. Есть еще один NAS, и я могу на этот NAS, или есть какие-то ресурсы в сети, которые расшаривают свои диски, мы можем сюда их подключить в виде внешних устройств. Чтобы вы поняли. И здесь будет просто-напросто сетевой диск, который вы можете синхронизировать на самом NAS. Вот это вот прикол, понимаете? То есть мы просто-напросто подключаем диск. Нам мне не нужно будет думать, как синхронить диск на каком-то компе. Нет, здесь это все есть. И само собой приложение. Ну, сейчас у меня установлены приложения с различными разрешениями. Дальше есть группы пользователей. И поехали. Сетевые службы. В сетевых службах все достаточно просто. У нас сразу написано, как можно получить доступ к TOS через браузер. Ну, просто-напросто обыкновенные какие-то адреса, которые сейчас при настройке есть у нас в сети. В самом интерфейсе показано, какие у нас подключены. Здесь 2,5 гигабитных интерфейса. Сейчас у меня коннект на 1000 мегабит. Мы можем завести 2 гигабита и можем здесь редактировать, например, допустим, выполнять настройку
адреса вручную, или же DHCP. И IPv6 у нас тоже поддерживается. Такой себе прикольная тема. Есть у нас поддержка PPPoE и есть у нас Wi-Fi. Сюда можно поставить USB адаптер. То есть это официально обозначенный беспроводной адаптер USB. У меня такого нет, к сожалению, но эта возможность здесь есть. Также мы можем создать VPN подключение PPTP, OpenVPN, или L2TP IPsec. Это тоже у нас есть, классная тема. И прокси подключение. В файловой службе мы можем с вами включать Samba сервер. И тут вот насчет Samba сервера мы давайте сразу же будем тестировать. Ведь мы его уже включили, давайте подключать Samba сервер. Идем в мой комп, у меня здесь много различных адресов было. Я сейчас выбираю подключить сетевой диск. Сразу просто-напросто вбиваю адрес своего Terramastera. Нажимаю обзор. И получаю доступ с помощью своих логинов и паролей. Все, есть. Здесь я могу выбрать папку. Обычно обычно выбирается, там, допустим, у нас есть папка, я себе делал SMB, но могу сделать папку своего пользователя и сделать его в виде Samba сервера. Пожалуйста, у меня сейчас, кстати, там доступно 1.19, потом покажу еще с дисками, как работает. Здесь я уже сейчас с вами могу получить доступ к файлам, и давайте потестим скорость копирования через 1000 мегабитный интерфейс. Давайте, поехали. Здесь у меня сейчас 73, 72, 71. Я вам скажу максимальное значение, которое я получал на гигабитном интерфейсе, до 100 мегабайт в секунду. Давайте в обратную сторону скопируем. Слушайте, я же подключен. А знаете, почему здесь сейчас такое низкое? Сейчас мы сделаем с вами очень интересную фишку. Вот, пожалуйста, 108, 109 было в пике. Сейчас мы сделаем одну фишку, потому что у меня ноутбук подключен через воздух. Все, теперь подключился через LAN. Пробуем еще раз. Копировать, заменяем. И вот здесь мы с вами уже видим 113, 110, это уже почти там гигабит, грубо говоря. Это умножается на 8, и мы получаем с вами вот такие скорости. Если мы с вами сделаем линк 2,5 гигабита, то у нас само собой будет до 240 мегабайт в секунду. Не путайте мегабиты и мегабайты. Поэтому скорость здесь, смотрите, давайте скопируем обратно. Вот, 106, 107. В пике, но это на запись туда, обратно. Там уже все зависит от конфигурации самого оборудования. То есть в обратную сторону чтение у нас 110 мегабайт в секунду через гигабитный порт. А если, я боюсь себе представить, если мы, допустим, сделаем через агрегацию 2-2,5 порта, они могут работать в агрегации до 5 гигабит. Дальше у нас есть службы AFP, файловая служба, к ней можно получать доступ через вот такой вот адрес, просто-напросто через AFP. У нас есть FTP, FTP я не включал, есть NFS, это то, что вот многие там на ТВ-боксах используют, NFS доступ, есть у нас сервер AirSync и есть у нас WebDAV, WebDAV тоже поддержит. Конечно же, есть подключение по протоколу Telnet, вы можете использовать или разрешить доступ по SSH, тоже можете управлять своим NAS. Служба у нас обнаружение, включить службу обнаружения UPnP, она обеспечивает совместную работу с TNAS на устройствах UPnP в одной локальной сети. Я не буду ее сейчас включать. Также можно использовать Windows Discovery и Bonjour, и индекс медиафайлов. Конечно же, видите, я здесь расставил у меня. Объясню, для чего нам нужно индекс медиафайлов. Это для приложений Terra Fortas, мультимедийный сервер, TNAS Mobile и сервер iTunes. Сейчас, когда мы перейдем уже к мультимедиа серверу, я вам чуть-чуть покажу, как это работает. Следующий у нас раздел, это раздел управления нашими файловыми системами, и здесь у нас все очень просто. У меня есть пул носителей, это 4 терабайтных диска, которые я сюда влупил, и у меня доступно 1,34 терабайта. Объясню. Дело в том, что он у меня в BTRFS. А максимально, кстати, у нас можно поставить 80 терабайт, чтобы вы понимали, 24 20-терабайтных диска. Это очень-очень круто. И поддерживает он, смотрите, я специально сделал, поддерживает T-RAID, Single, JBOT, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 и RAID 10. Сейчас он у меня в T-RAID, поэтому, в принципе, такой вот размер. Нестандартно 1,34 терабайта из 4 дисков. То есть там есть такой момент. Вот он пул носителей в T-RAID у меня. Вот он, видите, 4 диска. Можно, в принципе, использовать
Можно использовать, допустим, в RAID 0 мы могли сделать 2 терабайта, в RAID 1 мы могли сделать, допустим, там сколько? Ой, в RAID 0 мы могли сделать 4 терабайта, в RAID 1 могли сделать 2 терабайта. И различные моменты про RAID, если вам интересно, можете почитать, конечно же, в гугле. Жесткие диски, вот у нас, видите, состояние 4 жестких диска. У меня 4 по 500, стоп, я путаю чуть, 4 по 500, они в хорошем состоянии. Есть у нас виртуальный диск, мы можем с вами создать виртуальный диск. И есть поддержка USB устройств. Вот я их, кстати, подключил специально, для того, чтобы вы могли посмотреть. 1 терабайтничек, он с ним работает, и один USB диск другой. Можем горячий резерв создать. Это вот именно тот момент, когда на USB-шку мы можем делать горячий резерв и резервировать, допустим, пул носителей. Выбрать пул носителей и применить и создавать горячий резерв. Также у нас есть гиперкэш. Гиперкэш у меня на текущий момент стоит 2 Патриота NVMe диски по 128 гигов. Но сама фишка этого всего действия, то что мы здесь можем не только создавать кэш, у меня в RAID 0, мы можем еще и добавлять SSD диски в пул. Но я предпочитаю работать с кэшем. Конечно же, есть общие настройки, где есть настройки языка, есть у нас, смотрите, тут управление вентиляторами, можем сделать высокую скорость, если у нас вдруг вам не нравится, что он шумит, и вы хотите там чего-то мучиться, не хотите мучиться, а управлять мануально, но он при этом очень-очень тихий. Вы его практически не слышите, диски слышите. Плюс у нас есть зумер, если у нас происходят различные моменты, и жесткий диск в спящем режиме через 30 минут. Дела по расписанию. Мы можем с вами создавать активные запланированные задачи, очищать корзину, включать и отключать приложения или службы. По расписанию, например, мы можем задать, создадим службу 3, включить запланированное задание. Допустим, отключить 14:03. Далее, и здесь уже выбираем ту службу. Например, мы не хотим, чтобы самбо-сервер у нас работал ночью, или там, чтобы его не дергали, или SSH отключать, чтобы никто не получил доступ. Да вообще все что угодно. Вот это очень классно. Уведомления можно настроить в разделе безопасность. Здесь у нас есть сертификаты, brand-malware. Кстати, можем brand-malware создать правила для протоколов различных. Очень классная тема, учетные записи, защита от DOS-атак и режим изоляции безопасности. В разделе «Система», смотрите, у нас есть текущая, мы можем автоматически, мы можем обновлять вручную либо автоматически в самой настройке, мы можем резервировать конфигурацию системы и сбросить до заводских настроек. В принципе, очень прикольная тема, и уже информация о системе, это вот есть у нас обзор, где мы видим модель, мы видим версию TOS, мы видим загрузку ресурсов. Кстати, ресурсы вообще у меня практически не загружены, кроме памяти я бы, конечно, добавил бы, хотя это у меня максимальный загруз. Максимальный загруз, и мы видим здесь и температуру, и скорость вентилятора, и загрузку сети, и, конечно же, приложения, которые у нас есть тут установлены и включены, мы видим. Также у нас есть такого вида мониторинг ресурсов, мы видим службы, которые у нас работают, видим процессы. Здесь мы можем контролировать активных пользователей, просматривать порты, через которые у нас какое-либо приложение или служба работает, и получить доступ к системному журналу. Вверху отображаются у нас приложения. Теперь мы видим огромное количество приложений. Откуда же нам брать эти самые приложения? Для этого у нас существует центр приложений. И здесь у нас просто кладезь. При том, что у нас есть еще и сторонние приложения сообщества. Смотрите, из того, что я установил AdGuard Home. Это AdGuard сервис. Кто его не знает, этот сервис, это контент-фильтр. Здесь можно, грубо говоря, поднять свой личный AdGuard. Вот смотрите, мы открываем AdGuard. У нас есть веб-интерфейс, мы можем залогиниться, у нас есть доступ. И можем на сайт перейти посмотреть обзор. В самом интерфейсе, давайте Terra, показываю как пример. Здесь мы, видите, заблокировано фильтрами DNS-запросы. Как это работает? Вы в качестве DNS в своем роутере ставите IP-адрес вашего вот этого TerraMaster. То есть все очень-очень просто.
То есть у меня есть AdGuard, есть мультимедиа сервер, а тут вот с мультимедиа сервером и плексом давайте я сейчас объединю в один момент и покажу сразу. То есть мы можем открыть с вами мультимедиа сервер, здесь совместимость, можем разрешить перекодирование видео, позволяет проигрывать, ну грубо говоря, разрешить перекодирование видео в 4К, объясню, здесь Intel процессор с аппаратным декодером, и это все можно сделать. И также у нас есть Plex Media сервер, и Plex работает. Сейчас я вам для этого нужно создать папку, закинуть туда свои видеофайлы. Сейчас зайдем. Пожалуйста, у меня здесь даже кое-какие фильмы тут последние есть. Вот там у меня есть какие-то моменты. Но я вам сейчас покажу, как это работает взаимодействие с телевизором. Так, я сейчас вот включил наш, ну, грубо говоря, телевизор свой. Я буду вам показывать это чуть ускоренно. И у меня в выборе появляется сервер мультимедиа. Это конкретно если с сервером мультимедиа. У нас на сервере хранятся проиндексированные файлики. И я просто-напросто выбираю фильм, который я буду просматривать. Оп, и у меня включилось. Мы видим HDR, видим, что пошел, звук есть, все отлично. Можем останавливать, дабы правообладатели не злились. Также можно включить любой из этих других там фильмов, каких-то больших. Вот, пожалуйста, тоже это высокобитрейтный 4К фильм. Это у меня сэмпл специально с очень высоким битрейтом. Специально остановлю, чтобы не ругались. Но мы можем с вами, это, кстати, я проигрываю 4К в SDR. Вот оно тоже проигрывает все с сервера. Но есть же у нас еще и Plex. Plex доступен обычно, смотрите, вот эти все медиа-серверы, они доступны и на ТВ-боксах, и на смарт-телевизорах, и на, допустим, на каких-то ваших других устройствах. Тут вообще вопросов никаких нет. Plex у меня запустился. Давайте мы сейчас с вами посмотрим. Вот мои фильмы. Давайте больше. Вот он, Тинас мой. Пожалуйста. И есть вот огромное количество, ну не огромное, у меня маленькое количество, это тестовый жесткий диск. И тут я запущу вам Dolby Vision Sample. Это Dolby Vision. Сейчас мы его запустим через Plex. И он начал воспроизводиться в Dolby Vision. Могу чуть перемотать сразу. Все воспроизводится, тут он просто играет. Я его потестил, и также у нас играют и другие фильмы, проигрывают, вернее, без каких-либо вопросов. Он спокойненько тягает тяжелые 4К фильмы без ограничений, поэтому и Plex работает, и мультимедиа сервер. Что еще есть из того, что я использую, я вам рассказываю свой вариант работы. Navidrom. Знаете, что такое Navidrom? Navidrom — это стример. То есть в вашем случае, в данном случае, TerraMaster может выступать как стример. Смотрите, я могу зайти на веб-интерфейс. Вот зашел, это у нас стример. У меня закачана кое-какая моей коллекции музыки. Все очень классно, все хорошо, этим все можно управлять, в том числе создавать плейлисты. Можно использовать, сортировать по сонгам, по артистам, ну по песням, по воспроизведению, по смотреть последние добавленные. Но вот этот весь стример выражается в том, что мы можем стримить это все на сторонних устройствах. Те, кто знает, что такое стример, я сейчас включаю запись экрана. И вы можете использовать совместимое приложение. Объясню какое. Давайте я вам сейчас покажу Navidrom этот. Давайте посмотрим. Сейчас покажу совместимые приложения. Смотрите. Я использую Ultrasonic. Вот вы сейчас видите мой смартфон. Вы вносите данные сервера, то есть вашего TerraMaster, сохраняете и заходите на стример. Все, вы можете стримить, ну вы можете, конечно, настроить DNS, использовать его в любой точке мира. Допустим, вашу музыку, ну если у вас очень большая библиотека, вы не будете хранить это в своем смартфоне, да, там, и вы можете слушать эту музыку прямо отсюда. То есть мы включаем ее. Все, я остановлю, дабы не было у меня никаких проблем с правообладателями. Но это все работает, при том, что здесь можно в самом стримере можно все что угодно. Давайте остановим. И этот стример совместим, смотрите, например, на iOS Play у нас будет играть Substreamer, Amplify, iSub, на Android DSub, Substract, Substreamer, Symfonium, Ultrasonic и те, которые вообще совместимы. Да? Можно через веб проигрывать, через различные вопросы Subplayer, Aureal, Jamstash, Subfire, на десктопе у нас есть, слушайте.
очень-очень крутая тема. Это стример, грубо говоря, свой стример на NAS. Вот поверьте, стример это прям топ-топ. Поэтому я его тоже использую на ведром со своей музыкой. А самое интересное, что здесь есть еще и приложение по управлению вашим TerraMaster. Если мы включим TNAS Mobile, то мы можем с вами работать с TNAS. Ну, у меня здесь разные моменты. Мы здесь должны с вами просто указать либо TNAS ID, либо TNAS IP адрес, либо URL и доменное имя, если вы используете из наружных каких-то, из Wild Web, грубо говоря, из www, да, там мы будем так это называть. Я здесь укажу свой локальный адрес и укажу порт. Подключается это все очень-очень элементарно. Все, он у меня есть как локальное устройство. Вбиваю свои данные. Вы можете это сделать один раз и нажать Remember Password. Нажимаем логин. И мы на нашем сервере. Что мы можем здесь делать? Здесь мы можем делать обалденные штуки. Например, у меня есть, видите, персональное место. Есть у меня phone backup. То есть last backup не задано было в прошлом доступе. Мы можем с вами получать доступ, ну, грубо говоря, к фото. Вот у меня сейчас фото, смотрите, те, которые на нас сервере. И видео. Сейчас оно все прогрузится. Есть у нас доступ к музыке. Ну, музыка у меня через стример идет, я туда не закидывал. Мы можем зайти в персональное пространство, получить доступ, опять же, через папки, смотрите, к моим разделам различным. Здесь вот есть тоже музыка. Это все мы получаем доступ к серверу извне. Мы можем здесь, ну, грубо говоря, включать безопасные режимы и выступать в качестве TNAS администратора. Можем им управлять, смотреть его удаленно, смотреть на его характеристики и что он там делает сейчас. Также мы можем с вами работать с файл-индексом, можем включать, отключать текущие сервисы. Ой, зачем я его на перезагрузку? Ну все, работает. Можем работать с файл-сервисами, можем работать с терминалом. Рестартовать, выключить. Еще мы здесь можем, смотрите, что мы с вами можем сделать. Давайте назад перейдем. Мы можем зашарить что-то, можем и сами настроечки у нас позволяют управлять, ну, грубо говоря, выйти, либо зайти и посмотреть общие сведения. Очень классная тема, на самом деле очень классная. Вот главное, вот смотрите, phone backup. Например, я хочу забэкапить. Выбираем, куда бэкапить, выбираем, что мы будем бэкапить, например, какой альбом. Ну, я хочу туда, например, забэкапить Instagram. Все, окей, нажал. Допустим, что мы еще? Ну и стартуем. Все, он пошел бэкапить. Он пробэкапил 6 моих фотографий. И у меня в бэкапе есть, мы видим, phone backup. Мы можем это делать по расписанию, мы можем это делать как угодно. У нас есть в самом NAS возможность бэкапа любого, создавать бэкапы любой сложности. Поэтому это все очень-очень круто работает. Все, с этим понятно. Terrafoto. Классная тема, это интеллектуальное управление вашей библиотекой фотографий. Оно с помощью искусственного интеллекта, тут одна из фишек, это с помощью искусственного интеллекта оно распознает людей, где вы можете задать потом имя. У меня здесь сейчас вот есть люди, которые здесь, я могу объединять, управлять этими людьми. Здесь моя семья, мои друзья там некоторые, ну, моя дочка, и оно отсортирует по каждому из людей. Видите, то есть оно находит человека на фотках и сортирует по различным папкам, например, по людям. Оно может отсортировать по людям все моменты, где кто есть. Также у меня здесь есть видео, Terrafoto видео, есть по местам, оно читает медиа дескрипторы, читает местоположение файлов, грубо говоря, где они были сделаны. Но у меня эта функция отключена в смартфоне, поэтому, к сожалению, это нельзя сейчас вам показать. Но вы можете здесь создавать альбомы. Например, создадим альбом там лето, там, ну неважно какой-то. Я вам пример показываю, потому что я буду все равно это настраивать по-другому. И уже здесь можем добавлять те там фотографии из личного пространства. Например, там какие-то фотки отметили.
и добавили, то есть создали альбом. У вас есть отдельный альбом, это все очень круто работает. Также вы можете обеспечить общий доступ, можете поделиться в паблик пространстве какому-нибудь действию. И домашние животные тоже здесь он распознает, только почему-то распознала меня как домашнее животное. Ну, и я так понимаю, что для своей жены я, наверное, домашнее животное. Но Terra Photos очень крутой интерфейс, очень крутая тема, поэтому с Terra Photos я прям проорался. USB Copy — стандартное приложение, которое позволяет делать резервное копирование на USB устройство. Это тоже поддерживается VPN-сервер. VPN-сервер вообще здесь шикарный, объясню. Дело в том, что это очень простое, удобное средство для обеспечения VPN-тоннелей. Ты можешь сервак здесь поднимать, OpenVPN, L2TP, IPsec. Все это тоже здесь работает. Веб-сервер — отдельная тема для разговоров, потому что в данном случае вы можете хостить свои сайты с учетом его скоростных возможностей. Смотрите, давайте откроем. У меня сейчас есть веб-сервер. У меня нет я могу создать виртуальный узел. Смотрите, у меня сейчас есть, можем добавить поддержку, допустим, PHP, PHP или там различные расширения можем тоже подобавлять в эту систему. Здесь можно на самом деле очень много чего создавать. И добавим, например, виртуальный хост с версией PHP, которая установлена в системе. И будет у вас веб-сервер, который позволит просто-напросто хостить сайты. Очень классная тема. Докер. Есть поддержка докера. Если кто не знает, что такое докер, я рассказывать особо не буду. Вам это будет, наверное, неинтересно, потому что это нужно знать. Я вам сейчас покажу, что у меня на докере. Показывать, как работать, не буду, но тягает это все дело. Я вам объясню, почему не будет. Потому что очень сильно сейчас YouTube ругается именно за это действие. Прям вот очень сильно. При этом показывает, видите, у нас здесь есть пакет один, конвейер. Да, я сейчас покажу вам. Вот он у меня запущен, пожалуйста, но я не буду открывать ничего. Здесь показывают, сколько он использует памяти, сколько он использует различных моментов. Я его сейчас могу остановить, вы можете его запускать, перезапускать и управлять удаленно. Он полноценно заменяет любой ТВ-бокс абсолютно в плане, допустим, на Smart TV поднять свой сервак запросто можете. Я его сейчас остановил. Самое интересное — добавить, искать. Вам не нужно искать пакеты, вам не нужно именно контейнеры, вам не нужно ничего делать. Вы просто зашли в контейнер, вы зашли в реестр, просто зашли в реестр, нажали на поиск и вбили там то, что вам нужно найти, именно то, что я вам показал, оно его найдет, и вы просто нажали добавить. Все, в данном случае он будет работать. Поэтому с докером тут все в порядке. Elephant Drive — классная тема, которая поддерживает, можно создать свой драйв. Есть VirtualBox у меня установлен, и, конечно же, Transmission, стандартная качалочка, которая у меня там, она есть, у меня некоторые приостановлены, тоже не могу показывать. Вот вообще YouTube сейчас прям с ума сходит, но Transmission у нас есть. Из того, что у нас есть возможность, у нас есть классная тема того, что мы можем ТПК пакеты приложений устанавливать. Вот, пожалуйста, мы выбираем том, выбираем ТПК пакет на вашем компе и устанавливаем вручную. И если посмотреть все, то у нас здесь настолько огромное количество различных пакетов. У нас есть бэкапы, клауд-синки, облачные хранилища, есть свои DDNS, у нас есть, смотрите, из того, что мы можем установить, Mantis, мы можем Net2FTP установить, Nextcloud, PHP 8, PHP 8.1, Python 3, Ruby, Snapshot, ребята, у нас есть еще даже тема по управлению видеонаблюдением. Мы сюда можем подключать IP-видеокамеры и создавать просто-напросто еще и систему видеонаблюдения на IP-шках. Ребята, есть TerraSync сервер, он правда в бете, но позволяет превратить свое устройство TNAS в конкретный Sync сервер, то есть обеспечивает синхронизацию между устройствами, то есть у вас на всех устройствах при установке определенного приложения будут одинаковые файлы, и это просто-напросто невероятно. Дальше, что у нас здесь есть из того, что eFinder, Elephant, Embi, из мультимедиа есть Embi, ребята, есть Embi, iTunes, Java, виртуальная машина Java, правда, она уже поддержки нет, но здесь она есть. Perl 5, PHP MyAdmin, что еще из такого? QBitTorrent, здесь два варианта, есть даже поддержка WordPress. Ребята, здесь есть поддержка WordPress. Поэтому, по приложениям, я вам скажу, здесь очень даже все красиво сделано. Что можно еще по нему сказать?
ну, из того, что у меня установлено. Можно обеспечить удаленный доступ, конечно же, тот же самый веб-сервер, варианты его использования. То есть я вам показываю, да, там, что он такой вот красивый есть и как он работает. Вы можете его использовать для организации мультимедиа. Это хороший домашний вариант, даже хороший вариант для какого-то среднего предприятия, потому что 80 терабайт хранения, и сюда же можно использовать не только, допустим, HDD, сюда можно использовать, например, SSD, запилить, это будет очень быстро, а если еще и учитывать то, что у вас кэшевые моменты, то вообще будет идеально. Поэтому я вам советую данный TerraMaster, вот мое видение этого всего. Вот здесь мы делаем с вами выводы, мы не будем уже возвращаться в студию, что это одна из крутых штук, которая не уступает по своей производительности, по своему функционалу фирмам-производителям более именитым. И TerraMaster действительно заслуженно занимает вот какую-то нишу на нашем канале в разделе хороших, действительно хороших у нас серверов. Вы видели общий функционал. Я не могу в результатах обзора показать огромное количество функционала этого NAS сервера, но в целом мы его конкретно рекомендуем, ребят. Ссылки в описании под видео. Вариантов реализации работы этого сервера просто огромное количество. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.